На землянке, на крыше, наверное, уже целый метр снега. Это просто такущая шапка. Всем привет, дорогие друзья! Рад всех видеть на своем канале. Добрался таки наконец я до своей землянки. Спустя неделю шли у нас трехдневные снегопады. Прошлые выходные выехать я не смог. Публиковал я эту запись у нас в телеграм-канале. И только спустя неделю я добрался до этого места. Снега в лесу очень много. Если спрыгнуть с снегохода, то где-то по пояс. И потом довольно-таки, знаете, проблематично забраться на снегоход. Прошу прощения за мой насморк. Немножко приболел, вот стало получше и выбрался сюда. Так что, друзья, сегодня будем находиться внутри, будем наводить уют. В планах еще сделать вторую откидную кровать, друзья. Ну и там всего понемногу. Обязательно поставьте лайк этому видео, чтобы продвинуть видео в топ. Ну и, друзья, начинаем. Всем приятного просмотра. В этом году капитально так нас заваливает. Снега уже на крыше, наверное, точно метр. Наверное, нужно его будет скинуть. Доски-то у нас, ну да, доски немного у нас прогнулись. Посмотрим. Смотрите, да, какой слой? Это, наверное, точно метр. Трубу вон завалила, шапка снега такая. В землянке так тепло, очень приятно пахнет сосновой доской. Здесь у нас минус 5 практически. Окошко было открыто. Внутри, кстати, инеем крыша и сруб не покрылся. И это хорошо. Вот правда, вот это окошко только заинило. Так что будем располагаться, будем топить печь. Только сейчас понял, что я снегоход сюда парковал на свой страх и риск. Смотрите, упавшее дерево, которое повисло макушкой вот на этом дереве, оно еще чуть-чуть и упало бы. Именно упало под тяжестью снега. А здесь у меня стоит снегоход. Смотрите, только понял сейчас. Так что пока перепарковался, возможно, вот это деревце сегодня напилю на дровишки. Сегодня дров хочу заготовить. Да, буквально чуть-чуть. Она бы упала бы мне прямо на капот, прямо бы на стекло. И было бы, друзья, не очень приятно такое увидеть.
Снега довольно-таки много в этом году. Можно сказать, что крыша справляется с этим весом, который находится снаружи. Там целый метр. И доски внутри нормально, даже не прогнулись. Ну, хотя, может быть, чуть-чуть прогнулись, но в целом все хорошо. Внутри тепло под таким слоем снега. От печки видно, вон местами где-то мох шевелится от тепла. Сегодня я хочу навести немного здесь уюта. Хочу здесь пробить, проконопатить внутри стены, чтобы мох не торчал так небрежно. Подоткнуть его, чтобы было покрасивее. Хочу сегодня доделать вот эту кровать. Хочу начать делать еще одну кровать. Многие говорили сделать откидную кровать, и довольно-таки хорошее решение. Я, в принципе, даже об этом не думал. Всем спасибо, кто подсказывал. Сегодня буду доделывать, в общем, Г-образную кровать. Буду продолжение кровати делать. И да, действительно, откидной кровати здесь будет очень даже и хорошо. Будет достаточно места. Будем экономить место. В общем, вот такая задача. Сейчас хочу немного подсушиться, немного согреться. Ну и там, глядишь, выйду на улицу. Самое время обзавестись крупноколотыми дровами. Сегодня я взял новый колун Анника. Пока пользуюсь, тестирую, нареканий нет. Сейчас нарублю. На первое время нам хватит. А там, глядишь, если что, еще немного наколю, подвезу, сложу. Пока вот так. Хочу я сейчас, как я говорил, немного опалить газовым баллоном столик, чтобы он у нас был покрасивее, чтобы была видна текстура, ну и чтобы не так пачкался он.
Текстура получилась очень даже интересная. В дальнейшем можно эту столешницу и заброшировать, и покрыть маслом. И будет тот самый состаренный стиль. Вот. И в принципе можно оттенком тоже играть. Где-то сильнее обжечь, где-то слабее. Как надо, ну и на свой вкус в общем. Основная сегодня моя цель это сделать вторую откидную кровать, но прежде чем ее делать, нужно мне закончить вот эту кровать. Ввиду того, что бревно, которое я распускал на бруски, вот этот брусок, оно закончилось, и поэтому кровать не получилось сделать во всю длину. Хотя я планировал делать сразу от и до, от стенки до стенки. Но вот буквально сколько здесь, 30 сантиметров у меня не хватило, то есть оно уже закончилось. И в принципе вот на этом у меня и закончилась эта кровать. Общая длина здесь 2,20, и вот сейчас еще тут 30 сантиметров наращу. Брусок остался, осталась доска. Ну и потом уже пойду приступлю к распиловке для второй кровати. Потихонечку начинаю обзаводиться ручным инструментом. Заимел я вот себе ножовку по дереву фирмы Denzel. Это 18-дюймовая ножовка с мелким зубом. Мелкий зуб, он обеспечивает очень ровный мелкий спил, без всяких сколов. Обычно это необходимо, когда электроинструментом где-то что-то подпилить не получается. Вот при помощи ножовки это будет самое то. Также заимела себе большой уголок, а то надоело мне размечать доску все на глаз. Вот теперь у нас будет ровный, четкий спил. Ну и, соответственно, будем чертить теперь ровно. Также уделил внимание и средствам защиты. Часто я работаю с бензопилой, работаю я без защитных очков. Работать в защитных очках я не могу. Очки, как правило, на мне потеют. Когда они запотевают, ничего не видно. Вот поэтому я заимел для этих целей защитную маску. Маска тоже фирмы Denzel. Вместо цельного стекла у нее здесь сетка. Сетка не будет запотевать, как это может запотевать на очках. Ну и также для комфортной работы с бензопилой тоже я приобрел это перчатки. Теперь будет работать намного удобнее и приятнее. Буду сейчас заканчивать с этой кроватью, ну и потом уже буду перебираться наружу на свежий воздух. Там я буду работать бензопилой. Так же как напилим с вами доски, возвращаемся сюда. Ну и делаем нашу вторую откидную кровать. Ну а может быть и вы захотите приобрести ручной инструмент и не только. Сделать вы можете это, применив промокод Егор10 на сайте Denzel Power. Там вы получите дополнительную скидку. Ну и чтобы промокод не потерялся, ссылочки я оставлю внизу под роликом.
Буквально нужно было прикрутить всего 2 доски, и у нас кровать во всю длину готова. Смерил я вот эту часть, которая у нас будет откидной. Вот, она у нас будет длиной 1,10 м. 1,10 м плюс 75, 185 сантиметров. Это, в принципе, достаточно для, ну, допустим, для моего роста. Мой рост 174. Вот, получается. Ну как, там голова, тут голова. Получается, в углу можно спать ногами, либо наоборот, по желанию. И длина будет достаточно, чтобы можно было переночевать в комфорте. Сейчас я хочу разогреть себе покушать, немного перекушу и пойдем пилить доски. Самая ответственная часть на сегодняшний момент. Напилить досок, чтобы их хватило. На перекус я сегодня взял с собой немного домашней еды. Времени на приготовление еды сегодня нету. Так что все по-простому. На сковородочку разогреваем, пополняем энергию, силы. Ну и там впереди у нас доски. Ну и следующим этапом это уже кровать. Ой-ой, как красиво! Так, что у нас получилось? 22,5. И здесь 22,5.
То есть вообще идеально. Наверное, впервые так получилось. Все, сейчас у меня пойдет обрезная доска. С 3 сторон я обкромил. Теперь чистенькая будет, аккуратная. Елка сухая, твердая, цепь уже изрядно так подзатупилась. Еще пройду одну доску, потом буду цепь менять. Больно уж тяжело она идет. Сухая, прям пересушенная. Пилить сухую ель намного тяжелее, чем пилить сухую сосну. Смотрите, получается, спил у нее немного некрасивый. На сосне у меня получалось намного красивее и приятнее. Но это ничего страшного. У меня с собой рубанок. Это все уберем. И будет у нас красивая доска. Да, короед, конечно, уже хорошо ее погрыз. Здесь у меня 3 доски, и это достаточно для лежанки. Так что вот из этой оставшейся части я буду сейчас пилить брусочки. Вот 3 доски, и это, считай, лежак готов. Сейчас брусочек, и в принципе можно грузиться и ехать.
Доехал я уже до землянки, топлю печку. Сейчас уже плюс 5 градусов. Собственно-то и сейчас я уже буду начинать делать кровать. Буду уже пилить бруски с досками по размерам, ну и все буду собирать уже по месту. Основу кровати я сделал, прикрутил еще сюда доску. На эту доску буду прикручивать шарниры. И получается, она у меня будет откидываться точь-точь как столик. Доска это специально для того, чтобы можно было с легкостью прикрутить шарниры. К срубу это будет очень проблематично сделать. Петли на кровать я уже прикрутил. Осталось замерить высоту будущих ножек. Ножки будут вот из этого бруса. И ножки будут тоже откидные. Хотелось бы их сделать так, чтобы когда кровать откидываешь, ножки будут откидываться. И они будут заподлицовывать с этой кроватью. То есть ничего не будет торчать. Как торчит вот допустим здесь. Вот из этих же брусочков. То есть раз тут спрятали все, их нету. Кровать в откинутом состоянии будет у меня закрепляться крючком. Откинул, застегнул, кровать висит. Надо, достал, опустил. Сейчас хочу сделать, так как мне бруски нужно будет сейчас пилить, а если я их уберу, то у меня упадет. Нужно зафиксировать. Ага, вот и кровать. Один уровень с этой кроватью. Вот. Получившаяся длина у меня здесь 188 сантиметров. Вот так вот. Сделать ножки вовнутрь, чтобы они вот так не торчали, не получилось. Была бы вот эта длина чуть побольше, на сантиметров 10, и тогда это можно было осуществить. Вот, а пока ножки вот так будут. Здесь на крючочек раз. Ножки поправил. Все, вот она, лежаночка. Вот так вот получилось. Все. Ширина здесь 75 сантиметров. То есть вот как вот эта лежанка.
Ну, друзья, вот такая вот красота. Самое главное, крепко стоит. А вот так вот, друзья, выглядит, когда все разложено. Разложен стол, разложены вторые кровати. Места здесь еще предостаточно, есть где развернуться. И это хорошо. Очень здорово получилось. В дальнейшем этот стол немного у меня увеличится. Увеличится ввиду полочек, которые я сюда сделаю. И вот выдвинется, в общем, немножко сюда. Ну и стол будет пошире. Так что, друзья, места хватит. Можно спать вдвоем смело. Вообще, как угодно можно. Головами в угол, можно ногами в угол. Можно даже, не знаю, накидать сюда в угол вещей. И, в принципе, в полулежачем состоянии можно здесь ночевать. Так что, друзья, вот. Хоть и маленькая землянка, но удаленькая. Есть здесь где развернуться, есть тут и поспать вдвоем. Вот так вот получается. Стол трансформируется в свободное место. И кровать тоже трансформируется в свободное место. Вот смотрите, сколько здесь предостаточно места, чтобы что-то сделать. Станцевать, сплясать, раз. Ну и тому подобное. Двери сейчас открываются точно так же свободно, как и открывались до этого. Ничего не задевает. Все как положено. Двери открываются. Длина позволяет спать человеку во весь рост. Так что, друзья, вот такущий результат. Хорошо. Задача на сегодня выполнена. Кровать я сделал. Кровать, кстати говоря, это по вашим советам, которые вы мне писали в предыдущем ролике. Так что всех я агитирую писать, предлагать что-нибудь мне в комментариях, какие-то дельные вещи. Понравилась мне идея со шкафчиком в виде откидного стола, когда стол откидывается и шкафчик закрывается. Это мы оставим на потом. Кровать вот тоже это по вашим задумкам. Место у меня теперь сохранилось и есть же одновременно кровать. Кровать выполнена. На сегодня все. Устал я, поеду я домой. Буду лечиться, ну и так сказать, в новый выход с новыми силами. Вот в следующий раз нужно будет мне сделать какие-то мелочи. Надоело мне дергать дверь за угол самой этой двери. Надо сделать ручку. Нужно сделать вешалки. Надоели мне эти гвозди вешать. В общем, нужно уже окультурить внутри. Может быть, займусь я стенами. Вот смотрите, стену эту я привел в порядок. В принципе, очень красиво, ничего не торчит. Так что и будем продолжать делать остальные стены. Пишут мне очень много, что нужно будет обложить печку кирпичом. Все это я сделаю. Обложу кирпичом, прикручу лист на пол, так что все это будет. Немного нужно подождать, не могу я разорваться, сделать все это в один поход. Вот эту кровать я сегодня только собирал весь день, уже язык заплетается. Надо отдыхать, ехать домой уже. Ладно, буду, друзья, на этом заканчивать. Спасибо всем, кто оставался до этого момента. Огромное спасибо, кто поставил лайк под это видео, так сказать, продвинул этот ролик вверх, чтобы вышел ролик, так сказать, на большую аудиторию. Но увидимся с вами в следующий раз. Обязательно пишите, комментируйте, подписывайтесь в группу, в телеграм-канал. Увидимся с вами в следующем ролике. Всем пока, будьте здоровы, не хворайте.